Всем привет! Вы на канале Pop Music. Меня зовут Полина, и сегодня у нас на обзоре синтезатор с функцией автоаккомпанемента Roland EX50. Поехали! Этот синтезатор с автоаккомпанементом, или иными словами, аранжировщик, является усовершенствованной моделью своих предшественников Roland EX20 и Roland EX30. И, безусловно, эта модель оснащена более мощными звуковыми модулями, а также большой библиотекой звуков и различных стилей. Этот инструмент с чувствительной клавиатурой, в нем 61 клавиша. Также содержится банк из 707 звуков, 300 стилей, а также 12 банков для записи. В библиотеке звуков представлено огромное количество различных инструментов, начиная от классических фортепиано и заканчивая различными этническими инструментами и наборами ударных перкуссионных инструментов. Ну что, давайте перейдем непосредственно к прослушиванию тембров. Здесь тембры разделены на различные секции. Здесь есть две кнопки переключения между этими категориями, чтобы было легче найти нужный вам тембр. И попробуем по порядку. Также можно звуки менять с помощью колеса. Это позволит более тщательно переключать между инструментами, например, внутри секции. Либо третий вариант, который возможен по переключению, это набирать номер конкретного тембра, который вам нужен, и он автоматически переключится на нужный вам звук. Начинаем со стандартного фортепиано, это гранд-пиано. Еще одна категория клавишных инструментов – это орган, представленный тоже в некоторых своих вариантах. И еще, например, какой-нибудь возьмем. Также есть звуки классических церковных органов. Также в банке инструментов представлены различные варианты аккордеона, к примеру, такой. Достаточно естественный. Ну и большое количество определенно других секций, например, гитары. Как классические, так и электрогитары. Еще одна интересная секция инструментов – это этнические инструменты. Здесь они представлены в широком количестве различных тембров, например, ситара. Или, например, варианты духовых инструментов. И какой же хороший синтезатор без хороших синтовых и пэдовых звучаний? Или, к примеру, послушаем еще один синтовый тембр, но уже, например, в сочетании с автоаккомпанементом.
И главным преимуществом аранжировщика является функция автоаккомпанемента. В инструменте заложено порядка 300 различных стилей с возможностью добавить еще плюс 30 стилей через программное обеспечение Style Converter, которое доступно для Windows и для iOS. На панели инструмента представлена секция работы как раз-таки с автоаккомпанементом. Стили переключаются так же, как и тембры, через отдельную кнопку на панели инструмента. Здесь есть кнопка Style, вы ее выбираете, и с помощью колеса в верхней части экрана у вас отображается, какой стиль выбран на данный момент. И, например, вы можете выбрать, скажем, сальсу. И с помощью кнопки Start-Stop воспроизвести этот тембр. На панели инструмента представлена отдельная секция для работы с автоаккомпанементом. Это основная кнопка Start-Stop, чтобы начать звучание аккомпанемента и, соответственно, его выключить. Кнопка Intro и Ending позволяет сделать вариацию в исполнении. Например, если вам нужно не просто начать звучание данного стиля, а добавить для него небольшое вступление. И, соответственно, нажав на эту же кнопку в конце, позволит вам какое-то предложить окончание для каждого стиля, заложенное в этом инструменте. Кнопка Fade In и Fade Out позволит вашей мелодии сойти на нет, либо наоборот, начать ее из ниоткуда. И два варианта развития вашей музыки с небольшим добавлением фактуры для середины или для припева и, соответственно, для начала. Ну что, давайте я продемонстрирую. Как раз-таки у нас здесь выбрана уже сальса. Попробуем сейчас что-нибудь, так сказать, придумать. Также хочу заметить, что на панели инструмента есть главная, достаточно важная кнопка «Chord», которая позволит вам выбрать, какой вариант аккомпанемента вам требуется. Продемонстрирую. В данном случае, если кнопка «Chord» выключена, то клавиатура будет звучать полностью, как вот при естественной игре. Если мы включаем кнопку «Chord», он уже будет левую часть клавиатуры гармонизовать под определенный, скажем, стиль. Переключать гармонии можно как с помощью одного пальца, так и создавать более сложные аккорды, используя нажатие аккорда полностью. Ну что, давайте приступим непосредственно к созданию определенного трека. У нас уже выбрана сальса, к примеру. Мы можем добавить небольшое вступление, нажав на кнопку «Интро», после чего нажать на «Старт» и сразу же нажать какой-нибудь аккорд. Вот такой зажигательный пример использования функции автоаккомпанемента вместе с одновременным исполнением. Также немаловажное качество этого инструмента, что он имеет функцию записи. Здесь есть основные 8 банков для записи, которые позволяют, во-первых,
запрограммировать каждый банк под нужный инструмент для того, чтобы вы могли быстрее переключаться с разных инструментов. Во-вторых, он позволяет записать уже готовый трек, который вами был создан. Здесь, соответственно, представлена на панели как раз-таки кнопка «Record», через которую мы записываем то или иное произведение, и play stop, через который мы сможем, соответственно, это воспроизвести потом. Подробнее немножечко о том, что еще содержится на панели инструмента. В левой части имеется, как я уже сказала, секция для работы с автоаккомпанементом. Также здесь возможно изменить громкость данного аккомпанемента или изменить его темп. В случае, если вы хотите, например, работать без автоаккомпанемента, но вам нужен определенный ритм или темп, то вы можете воспользоваться метрономом. Здесь также можно воспользоваться этой функцией. Выставить нужный вам темп, например, ускорить его. И играть уже под нужную вам скорость. Также в левой части инструмента представлена довольно важная секция. Это пэды для работы с внешними аудиосэмплами. У этого инструмента есть возможность подключения флеш-накопителя для того, чтобы проигрывать музыку извне, скажем так. И эти бэнки, они позволяют легче переключаться с тех или иных композиций, которые будут загружены, и вы захотите, например, воспроизвести вместе с собственной игрой. Еще одним важным моментом является секция переключения октавы и транспозиция, что позволит вам, например, в категории того же фортепиано использовать более высокие или более низкие октавы. В связи с тем, что инструмент достаточно компактный, в нем не задействован весь, скажем так, спектр возможностей звука. И в данном случае мы можем использовать кнопки октавы для того, чтобы сделать наш инструмент шире. Поднимаем выше. До небес. И то же самое можно сделать и с нижними октавами, то есть у нас самая низкая. Можем опустить. И, соответственно, совсем рычащие низкие ноты. Также позволит нам расширить возможности этого инструмента. И функция транспозиции. Транспозиция меняет строй инструмента. То есть, например, если мы нажимаем ноту «до», а нам хочется, чтобы это было не «до», а «до» диез, мы просто повышаем через кнопки транспозиции. Повышаем, например, на одну, и «до» у нас уже звучит как «до» диез. Вот такое волшебство. И еще две достаточно важных функции этого инструмента – это функция игры dual и split. Функция dual позволяет одновременно совмещать два звучания. Например, у нас представлено фортепиано в сочетании со струнным оркестром, к примеру. Это будет звучать так. Мы можем совместить два абсолютно разных инструмента. Это не обязательно фортепиано и струнные. Это могут быть, например, саксофоны или гитары. Да? Мы, например, можем здесь представить тон основной. Пусть у нас будет, скажем, ксилофон. И совместим его с чем-нибудь тоже достаточно интересным. Можно даже с синтовыми звуками совмещать. То есть тут у нас есть, например, пэд. И можем придумать сделать так. Вот такое получится волшебство. И еще одна функция – это сплит. Сплит визуально делит клавиатуру на две части. Таким образом, у вас получается в левой части один инструмент, в правой части другой инструмент. Это удобно для того, чтобы, например, играть самостоятельно музыку, скажем, с басом. То есть если у нас основной, опять же, возьмем тон фортепиано и используем бас на нижней части клавиатуры.
И можем попробовать совместить. Вот такой простой пример, как можно использовать сплит. Данный синтезатор оснащен функцией Bluetooth. Для чего здесь нужна эта функция? На самом деле все достаточно просто. Вы можете по Bluetooth подключить свое устройство, телефон или планшет и воспроизводить музыку, которая у вас на устройстве, через эти динамики. Таким образом, у вас будет звучать музыка из вашего устройства, и при этом это будет полноценный синтезатор, который одновременно в этот момент сможет звучать. То есть любая песня, которую вам захочется исполнить вместе с этим синтезатором, это будет вполне реализуемо. Также замечательным качеством этого инструмента является возможность подключения микрофона. В таком случае, если вы выступаете на сцене и вам нужно помимо игры еще использовать вокал, вы сможете с легкостью напрямую через провод подключить сюда микрофон. На задней панели инструмента есть разъем джек, в который, соответственно, подсоединяется шнур и напрямую выводится микрофон, что позволяет достаточно быстро и без проблем петь и играть одновременно с этим инструментом. Нужно заметить, что в инструменте присутствуют определенные настройки звука, как для самого звучания, так и для голоса. Это определенная секция эффектов, таких как хорус, реверберация или эквалайзер, которые позволяют более точно настроить звук так, как вам хотелось бы, как в инструменте, так и, соответственно, в микрофоне. Как я уже говорила ранее, данный инструмент можно подключать к компьютеру через специальный выход, который у него на задней панели. Это выход USB. Поможет напрямую вывести инструмент к вашему устройству. А еще на задней панели инструмента представлены разъемы для подключения педали сустейна, микрофона, наушников, а также выходы для подключения внешней звуковой системы. Ну что, на мой взгляд, это отличная разработка Roland, действительно усовершенствованная по сравнению со своими предыдущими моделями, с очень хорошим качеством звучания, с качественными тембрами и сэмплами, с различными возможностями. Я считаю, что это отличный инструмент для того, чтобы ездить и выступать вместе с ним, или же записывать что-то у себя дома и создавать что-то новое. Конечно, как и в любом другом инструменте, здесь есть некоторые небольшие недочеты. На мой взгляд, первостепенно это касается цвета, в котором выполнен этот инструмент. Он очень лаконичный, черный, но использование красного цвета, на мой взгляд, это немного затрудняет ориентир на панели управления. То есть менее четко видны определенные надписи или функции, что может вызвать некоторый дискомфорт при управлении. Ну что, сегодня мы разобрали на обзоре замечательный инструмент, синтезатор, аранжировщик. Ну а вы, дорогие зрители, оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, что вы думаете по поводу этого инструмента. А с вами была я, Полина. Пока-пока. Или, например, звук дождя. Это звук дождя? Это же звук воды. Дождь идет. Это очень странный дождь. Звук воды, да? Давай, да, перемешивай.